Всем панкейк. Бывало ли у вас такое? Все, что предлагают магазины, будь то автомобили или велосипеды, не подходит. Хочется чего-то другого, не такого, как у всех. Не понимаете, о чем мы? Значит, вы счастливый человек. А вот людям из сегодняшнего списка пришлось несладко. Ведь чтобы получить желаемое, им пришлось сделать все собственными руками. Да-да, сегодня мы расскажем вам про самодельные транспортные средства. Пристегнитесь и погнали. Начнем с кое-чего попроще. С того, что можно подсмотреть в кино. Ремейк легендарного фильма про постапокалипсис «Безумный Макс. Дорога ярости» не только был номинирован на «Оскар», но и вернул интерес фанатов к жанру. А вместе с интересом вернулось и желание сделать как в кино. Большинство сделают костюм на какой-нибудь комик-кон и успокоятся. Но не Адольф Лахман. Игровой дизайнер, он решил применить свои профессиональные навыки и модифицировать авто в стиле любимого фильма. Машина представляет собой смесь постапа, дизель и стимпанка. Получилось приметно и колоритно. На дороге такое явно не пропустишь. Но большинство деталей не несут в себе практического значения и отвечают исключительно за создание нужного образа и атмосферы. То же самое можно сказать про еще одного любителя фантастических фильмов из Шанхая. Фанатов Бэтмена по всему миру очень много. И наверняка каждый хотел бы хоть раз прокатиться на напичканном оружием и разными фишками Бэтмобиле. Но не все фанаты шанхайский реквизитор Ли Вэйлэй. Ли так впечатлился фильмами Нолана про «Темного рыцаря», что не пожалел $10 000 и 2 месяцев личного времени только ради обладания Бэтмобилем. А сколько времени и сил ушло на то, чтобы обшарить городские свалки в поисках нужной для проекта стали. Но это стоило того. Бэтмобиль получился отменный. Точь-точь как в кино. Нолан бы не отличил. Конечно, он только выглядит точно так же, как киношный. В нем не встроено ни оружие, ни супердвигатель, разгоняющийся до 500 км в час. Если честно, он вообще никак не может ездить. Потому что в Китае строгие законы, и на дороге могут появляться только сертифицированные автомобили. Но Ли явно не унывает и сдает Бэтмобиль в аренду для фотосессий и видеосъемок. Но фанаты есть не только у фильмов, скажете вы, и будете правы. Есть, например, целые поколения американцев, выросших на играх в машинке Hot Wheels. И в какой-то момент Луис Родригес решил, что не сможет жить спокойно, пока не повторит свою любимую машинку из детства Too Jet Z. Настолько она была не похожа на все, что ездит по улицам. Будучи компьютерным техником, Луис подошел к делу основательно. Набрал детали от других автомобилей, включая шасси Nissan 300ZX, мотор Toyota и трансмиссию Subaru. И что самое важное, двигатель 2JZ GTE, который устанавливали на Toyota Supra MK4. Благодаря такому находчивому подходу, у Луиса мало того, что получилась очень похожая модель, она еще и быстрая. Все благодаря малому весу и мощному мотору. Но перейдем уже к чему-то более оригинальному. Пока в продвинутых странах думают, как бы электрифицировать автомобили, в странах третьего мира другие проблемы. Продлить жизнь своим четырехколесным друзьям. Справляется каждый как может. Например, в 2011 году в Камбодже был замечен вот такой старенький пикап Toyota Hilux. А в Колумбии Хосе Маурицио Пардо поступил примерно так же, как неизвестный умелец из Камбоджи, и обшил машину бамбуком. Конечно, такая работа не могла не вызвать внимания, благодаря чему вот такая бамбуковая лавочка для продажи черного кофе и разных закусок пользуется спросом, особенно у иностранных туристов. Хотя сам Хосе внимания не очень любит, поэтому о машине толком не рассказывает. А мы расскажем. Расскажем о еще парочке примеров, когда уникальный самодельный дизайн авто помогает владельцам в продвижении своего небольшого бизнеса. Например, Оджо Обании из Нигерии, где автомобиль не просто необходимая вещь, а роскошь. Вот и часто обновлять их не получается. И даже в сухом жарком климате Африки кузова машин в итоге покрываются ржавчиной и разрушаются. И вот чтобы продлить жизнь своему пикапу, Оджо, мастер плетения корзин, коробок и циновок, оплел тростником не только кузов, но и боковые зеркала, диски, приборную доску и сиденья. Практически все внутри и снаружи этого автомобиля покрыто плетением из волокон пальмы раффия. Конечно, это не могло остаться незамеченным и не просто стало отличной рекламой для ремесла Оджо, но и сделало пикап самой известной машиной в нигерийском городе Ибадан. Но это еще не все. Знаете ли вы, как часто на самом деле люди, занимающиеся починкой или продажей обуви, ради рекламы бизнеса модифицируют автомобили так, чтобы они выглядели как туфли? Красные женские на тонкой шпильке? Без проблем. Мужские стильные Оксфорды? Пожалуйста. Как и в предыдущих случаях, это та реклама, которая не останется незаметной.
Но не всегда подобная самодеятельность несет в себе практические мотивы. Всю жизнь проработав фермером, Гуо из китайского города Чжэньчжоу решил исполнить свою детскую мечту, а заодно порадовать любимого внука. Способ Гуо выбрал нетривиальный и разработал детскую версию Lamborghini. И не просто корпус с пластмассовыми колесиками. Нет, это настоящий электрокар со своим двигателем, просто очень маленький. Размером 1800 на 900 мм внутри этой малышки прячется двигатель, способный развивать скорость до 40 км в час. На полном заряде мини-ламбо может проехать целых 60 км. И что самое удивительное, у Гуо не ушло на разработку миллионов долларов. На все про все он потратил 5000 юаней и 6 месяцев работы. Модель авто в итоге назвали в честь изобретателя – Old Guo. И раз уж речь зашла о Lamborghini, да, именно ее чаще всего хотят повторить доморощенные механики. Житель американского города Милуоки Кен Имхоф как-то раз увидел Lamborghini Countach в фильме «Гонки пушечное ядро» и решил, что ему нужна именно такая. 17 лет упорного труда, не вылезая из подвала. И в этом случае машина полностью сделана руками Кена. Он самостоятельно сделал кузов из стальных труб и алюминиевых пластин, и даже диски на колеса создал собственными руками. Но не все получится изготовить самому. Двигатель V8 Кен взял у Ford Cleveland, подвеску у Chevrolet Corvette, там же механическую коробку передач. При том, что Кен делал кузов такой же, как у Ламбы, его версия машины получилась на 25 кг тяжелее, а за счет менее мощного двигателя и медленнее. Отдельным приключением стало вытащить самодельную Lamborghini из подвала. Тут как у Гомера с троянским конем. Пришлось разобрать целую стену цокольного этажа и раскопать газон. Как вы понимаете, такой серьезный подход к хобби не мог остаться незамеченным. Ссоры с женой у Кена происходили постоянно. Дошло даже до того, что жена ушла из дома и забрала с собой дочку. По признанию Кена, в тот момент он даже думал уничтожить свое детище, но разум взял верх над эмоциями. Поразмыслив, что работать над проектом ему было интереснее, чем ездить на собранном собственными руками автомобиле, Кен продал самодельную ламбу за $80 000. Жена с ребенком вернулись, и в доме наступил мир. И еще одна самоделка прямиком из СССР, прозванная в народе «Ламборжигой». Изобретатель Евгений Титцев так сильно хотел Лянча Стратус, что его не остановил ни дефицит, ни скудный модельный ряд, ничего. К 1989 году у Евгения уже был большой опыт конструирования быстроходных катеров. И все эти знания он использовал, чтобы за пару лет превратить «Ладу Жигули» в спорткар. Правда, «Ламборжига» только выглядит как скоростной автомобиль. Хоть Евгений и использовал принцип каркаса из труб, как у «Ламборджини», а кузов сделан из стекловолокна, начинка у самоделки скромный двигатель от ВАЗ-2101, и никаких суперскоростей от нее ждать не стоит. В 2018 году ее купил ценитель самоделок Юрий Трепаков за 50 000 рублей. В том же году Юрий купил еще одну советскую самоделку, которую, по собственному признанию, считает легендарной. Вирус нарушает все правила для советских самоделок. Слишком широкая и длинная, заниженная, да еще и двигатель мощнее, чем разрешалось. Вирус как минимум на бумаге может разгоняться до 100 км в час, а звучит как старые американские модели автомобилей, глубоко и внушительно. Уникальная подвеска и по бензобаку с каждого бока. И дизайн кузова, который влюбляет в себя фанатов. Остается только порадоваться, что такие исключительные модели попали в руки ценителя. А мы переходим к сумасшедшим вариантам авто. Например, Chevrolet Camaro 1999, прозванный Upside Down Camaro. Почему? Все просто. Инженер по прозвищу Speedy Cop, в отличие от своих коллег, не хотел улучшать технические характеристики или внешний вид своей самоделки. Нет, он хотел сделать дизайн кузова нелепым и смешным. Для этого он всего лишь перевернул кузов авто вверх ногами. Не беспокойтесь, Speedy Cop не просто так издевался над своей машиной. У него была цель, а именно участие в пародийном 24-часовом марафоне лимонов, в котором могут гонять машины не дороже $500 США. А вот следующий автомобиль не смог бы поучаствовать в этой шуточной гонке, ведь его стоимость перевалила за $1000. На что ушли деньги, спросите вы? На 500 000 деталек Lego. Да-да, на очереди у нас автомобиль из конструктора. И он ездит. Super Awesome Micro Project. Задумка Рауля Оадия, инженера из Румынии, и Стива Самартино, бизнесмена из Австралии. Эти ребята настолько любят Lego, что захотели на нем ездить.
И ведь у них получилась вполне себе полноразмерная машина с пневмодвигателем в 256 поршней, которая может развить скорость до 28 км в час. Хотя, возможно, и больше, просто экспериментаторы не стали рисковать и проверять максимальную скорость. Побоялись, что Lego Car развалится на ходу. И знаете что? Lego настолько универсальный конструктор, что всего несколько деталей для авто не получилось сделать из пластмассовых деталей. Колеса и несущая конструкция. На самом деле, на просторах интернета можно найти очень много примеров человеческой креативности. Здесь и лимузины из обычных пикапов, зачем-то объединенные вширь авто, кабриолеты из обычных седанов, двухэтажный дом на колесах из транспортер T1 Volkswagen или пикап из кузовов двух разных автомобилей. К сожалению, пока что их создатели остаются анонимными героями шуточных топов, и мы не можем ничего о них рассказать. Поэтому расскажем про хунаньских студентов и их транспортное средство, которым водителю не хочется, а придется управлять лежа. Ребята просто прикинули, что сидеть за рулем много часов кряду бывает очень выматывающе, а вот лежать можно вечно. И собрали такую конструкцию, похожую скорее на спортивный инвентарь для бобслея. Капсула стоимостью 50 тысяч юаней, длиной почти 3 метра, может разгоняться до 60 км в час. Остается только догадываться, насколько действительно удобно управлять таким авто и контролировать ситуацию на дороге. Все, хватит про автомобили, давайте поговорим про самодельный вертолет. Хотя, скорее всего, он не совсем отвечает вашим ожиданиям. Вертолет «Стрекоза» в 1979 году построил Василий Яковлевич Артемчук. Справедливости ради стоит заметить, что Артемчук не любитель, а настоящий авиаконструктор. Просто захотелось собрать вертолет в домашних условиях, а точнее в домашнем гараже, на что ушло целых 5 лет. Много месяцев кропотливой работы, чтобы чуть ли не из подручных материалов и деталей от сельхозтехники собрать летательный аппарат, который может развивать скорость до 150 км в час. Ну и как же сделать самодельный вертолет без самодельных деталей? Дошло до того, что некоторые рулевые винты сделаны из склеенной древесины. Благо, опыт позволяет. Да что там, у этого самодельного аппарата даже есть стабилизатор для безопасного полета, регулирующий скорость на виражах, чтобы даже не очень опытный пилот мог летать мягко и плавно. В приборную панель встроено только самое необходимое. Измеритель скорости, как горизонтальной, так и вертикальной, датчик температуры двигателя. И да, вы все верно заметили, у этого вертолета нет обшивки, и все равно он весит больше 110 килограмм. Особо задерживаться на самодельных летательных аппаратах не будем. У нас на канале недавно вышло видео про них. Если заинтересовались, заглядывайте. Хотя вы же не думали, что идеи, вдохновленные фильмами, закончатся на автомобилях. Конечно, насмотревшись Джеймса Бонда и Железного человека, человечество пытается всеми правдами и неправдами изобрести джетпаки. Такие, чтоб как в кино, взмывать над землей и весь мир подождет. Но получается не очень. То все сломается, то испытатель упадет и что-нибудь сломает. Особо осторожные запускают джетпаки с манекенами. Короче, до таких штук нам как будто далеко. А вот что точно прошло испытание, так это реактивный ранец, сконструированный словенским спортсменом Филиппом Флисаром. Лидер сборной по скикроссу, благодаря лыжам и своему реактивному ранцу, умудрился развить скорость около 120 км в час. Достигается такой поразительный результат турбиной в 40 кг, специфическими навыками спортсмена и снежным покровом в зимнее время. Как сделать такое же летом, он пока не придумал. Но это все хихоньки да хахоньки. Хотите реально удивиться? Как насчет велосипеда из палочек от эскимо? А такой действительно существует благодаря китайскому сварщику Сун Чао. Он 10 месяцев кропотливо склеивал 22 тысячи деревянных палочек, чтобы в итоге с гордостью заявить, что каждая деталь велосипеда, даже цепь и даже колеса собраны из палочек от эскимо. И это вполне рабочая модель, выдерживающая поездку взрослого человека. При этом заметьте, что модель не просто функциональна. Сун Чао также подумал и о дизайне. В его работе палочки изображают чешую дракона. Этот образ опытный электросварщик в итоге и докрутил. Получился настоящий китайский дракон. Впечатлены? То ли еще будет, когда мы расскажем про собранную в домашних условиях подводную лодку. Да-да, обычный китайский фермер Джан Шен без среднего профессионального образования собрал небольшую субмарину под себя. Она получилась длиной в 6 метров и может погружаться на глубину в 1 метр. Доступ воздуха обеспечивала обычная длинная труба. На создание такого чуда, способного развивать скорость 13 км в час, у Джан Шен ушло всего 2 месяца. Уму непостижимо. А напоследок мы приберегли для вас драматичную историю выживания в пустыне.
Давненько, уже в 1993 году, Эмиль Лерой отправился в путешествие на своем Citroën 2 CV, который сломался в самый неудачный момент. Лерой внезапно оказался со сломанным авто посреди пустыни. Как потом оказалось, поломка была серьезная. Без специальных навыков и деталей такое не чинится. Но что делать в безвыходной ситуации, когда оказался без еды и воды, а до ближайшего населенного пункта сотни километров? Без специальных навыков. Лерой поразмыслил, прикинул и сделал из своего Citroёна мотоцикл в стиле Безумного Макса и выбрался из пустыни живой-здоровый. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Мы надеемся, что это видео не было как переход через пустыню без воды, и вы узнали из него что-то новенькое. Ну а пока, до встречи!